направлении. Приветствую всех, друзья мои, меня зовут Тимур, а это 100 дней хардкора в Астронир. После работы над роликом про пепельные земли Вальхейма, мне захотелось просто отдохнуть и расслабиться в какой-нибудь игре, в которой не нужно напрягаться, думать на несколько шагов вперед, а вместо этого просто наслаждаться геймплеем и атмосферой. Разумеется, для этого я зашел в Астронир. По мне, это максимально комфортная и приятная игра. Проходить ее еще раз по стандартному сценарию уже как-то поднадоело. Поэтому я решил осмотреть другие пункты, а именно пользовательские сценарии. Это новые режимы игры, которые можно настраивать абсолютно как угодно. Как только заходишь в это меню, сразу выскакивают 6 пунктов. Называются они, конечно, по-разному. Есть даже сложность пощады, но в целом они отличаются друг от друга совсем незначительно. К тому же, после выбора любой сложности можно самому настроить всю конфигурацию. И вот это самое интересное. Здесь куча параметров. Можно отключить начальную базу, то есть после приземления челнок улетает и дальше счет идет на секунды, потому что кислород пополнять просто неоткуда. Затем можно выбрать начальную планету. Да, можно высадиться куда-то, кроме Сильвы, и это очень круто. Вдобавок к этому можно настроить все остальное. Какое количество байт можно будет получать после исследований, какое количество обломков и ресурсов будет встречаться на планетах и так далее. Но самое важное — это количество смертей. Можно выкрутить ползунок в 0 и тем самым оставить астронавту всего одну жизнь. То есть после смерти все, гейм овер, только начинать сначала. И если вы думаете, что умереть в этой игре очень сложно, то не спешите делать выводы. Чуть дальше я докажу вам обратное. Остановился я на режиме SES Hardcore Mod. На такой конфигурации будет всего одна жизнь. Стартовая планета Атрокс. Полезных обломков, в которых находится полезный лут, будет по минимуму. К тому же расход кислорода увеличен. Вместе с этим я решил немного поэкспериментировать с форматом. И на это выживание у меня будет компания. В этот раз я буду играть вместе с моим младшим братишкой Даником. У него тоже есть канал на ютубе, так что можете подписаться. Поскольку отследить количество дней в этой игре весьма проблематично, поскольку продолжительность суток различается в зависимости от планеты, я решил взять среднее значение суток в 15 минут. Таким образом, наше выживание подойдет к концу после 25 часов игры. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь попить и перекусить, а я расскажу вам очередную историю длиною в 100 дней. Наше приключение начинается с того, что мы уже по классике вылетаем в челноке с космической станции. Только в этот раз мы летим не на Сильву. Вон она, кстати, виднеется вдалеке. В этот раз наш пункт назначения Атрокс. После посадки мой челнок трансформировался в базу. Эх, как же мне нравится процесс развертывания сооружений в этой игре. Смотрится очень приятно. А если вы хотите заполучить эту игру в свою коллекцию, но у вас возникают проблемы с пополнением, либо же она недоступна в вашем регионе, на помощь приходит Steam Купикод. Это не просто сервис пополнения, это целая экосистема, которая является самым надежным способом пополнения баланса. Потому что у них самая низкая комиссия на рынке, а весь процесс максимально простой, быстрый, а самое главное безопасный. Ведь для того, чтобы пополнить аккаунт, необходим только логин. Никаких паролей и других данных аккаунтов вводить не нужно. На сайте есть игры, недоступные для пользователей РУ региона. В магазине Steam их попросту не найти. А здесь можно приобрести интересующую вас игру, и Купикод отправит ее на ваш российский Steam. Так что не нужно париться с созданием новых аккаунтов или сменой региона. Тем более, что мой промокод Алимусин снижает комиссию на пополнение на 2% и дает 10% скидку на покупку игр гифтом. У Купикод постоянно проходят розыгрыши. Например, сейчас они разыгрывают 8 игр на выбор. Переходи на Купикод по ссылке в описании, вводи мой промокод Алимусин и играй во все новинки в Стиме, как раньше. Через несколько секунд после этого на место приземления прилетел челнок с Даником на борту. Сюжет в этой конфигурации присутствует, так что помимо выживания и сбора ресурсов, нам нужно будет успеть пройти весь сюжет до конца. После приземления, само собой, выполнилась парочка заданий, благодаря которым на базе появился генератор кислорода, малый принтер, а мы разжились пачкой кислородных опор. Сейчас наша первостепенная задача — это поиск и добыча начальных ресурсов, а именно смолы и соединения. Вообще, Атрокс сама по себе весьма сложная планета. Недаром, если идти по сюжету, мы попадаем на нее в самую последнюю очередь. А все из-за того, что рельеф планеты весьма сложен. Тут практически нет ровных поверхностей. Одни каньоны, горы и холмы. Вместе с этим количество ресурсов тут куда меньше, чем на остальных планетах. Но больше всего проблем доставляет климат и продолжительность суток, из-за чего бесперебойное обеспечение базы энергией весьма сложная задача. Ветра тут редкие и непродолжительные, а продолжительность ночи гораздо больше продолжительности дня. Благодаря первой пачке опор нам удалось выбраться из кратера, в котором теперь будет наша база. Принялись осматриваться по сторонам в поисках ближайшего месторождения полезных ископаемых.
ископаемых. Забравшись на очередной холм, неподалеку увидел заветное соединение. Сейчас его нужно много, потому что единственная пачка опор закончилась, и ее хватило только, чтобы выбраться из ямы и чуть отойти в сторону. Поэтому я заполнил свой кислородный бак и решил совершить рывок, чтобы добыть хоть немного соединения. Удалось раздобыть всего 2 штучки, но этого должно хватить, чтобы проложить опоры до самого месторождения. Я успел вернуться назад буквально на последних секундах. Если бы я пожадничал и остался, чтобы добыть 3-й кусок, то скорее всего погиб бы. Как я и предполагал, добытого соединения хватило для того, чтобы проложить безопасную тропу прямиком до жилы. Забил соединением полные карманцы и неподалеку заметил обломки. Решил сбегать к ним. Скорее всего, там есть чем можно поживиться. Внутри оказались баллон с серой, алюминий, малая батарея и алмаз. Вот это неожиданно. Хотя, это же Атрокс. А здесь в обломках всегда валялись очень ценные ресурсы. Это тебе не Сильва. Решил, что заберу лут на обратном пути. А сейчас продолжу исследование округи. На горизонте заметил врата портала. Понадобится куча энергии, чтобы его активировать. Пока я осматривал окрестности, Даник также набил полный карманцы соединения, вернулся на базу и стал вспоминать азы. Как крафтить, как исследовать, что нужно создать в первую очередь, а что не нужно вовсе. Только сейчас, пересматривая весь полученный материал, понял, что он чуть несколько раз не умер в самом начале. Вот здесь он засмотрелся на красивый вид и упал в кратер, каким-то чудом оставшись в живых. А вот тут чуть не наткнулся на ракету враждебного растения. Через некоторое время нашел глину и смолу, месторождение которых было не очень близко от нашей базы. Продолжил двигаться дальше, параллельно уничтожая враждебные растения. Через некоторое время наткнулся на безопасную флору. В описании говорилось, что после надреза это растение будет производить органику. Но надрезать никак было нельзя, только собрать. После чего выпало семя, которое снова можно было посадить. Солнце стало садиться, поэтому я решил двигаться в сторону базы. А по дороге собрать смолы, глины и забрать малую батарею из обломков. Вернулся домой, где Даник уже вовсю занимался строительством. Построил парочку платформ, средний склад и средний принтер. Решил ему немного помочь. За выполнение задания получили еще одну малую батарею. Сейчас нам нужны любые производители и хранилища энергии. После этого мы с Даником поменялись местами. Теперь он исследует, а я обустраиваю базу. Все платформы поставил в один ряд, а на них разместил принтеры от малого к большому. Ресурсы для дальнейшего расширения базы к этому времени закончились, так что нужно было бежать за новыми. Совместными с Даником усилиями месторождение соединения было разработано буквально за раз. Так что я забрал лишние опоры и побежал на поиски нового. Заодно забрал все, что оставил в прошлый раз в обломках. Когда инвентарь заполнился, вернулся на базу, куда Даник успел откуда-то припереть ценный орешек, большую батарею, немного смолы и даже целую платформу. Немного выровнял территорию вокруг базы. Поскольку мы находимся в кратере, можно смело выравнивать всю поверхность в один уровень. И это не будет смотреться ущербно, как если бы я это делал на равнинах. Напечатал плавильную печь, разместил ее на платформе и приступил к переработке глины, которую я добыл чуть ранее. В данный момент вся наша база запитывается от одного маленького генератора, который работает от органики. Утром выровнял еще немного территории вокруг. Места нам понадобится много. Вокруг базы росла куча растений, на которых висели орешки. Кто не в курсе, это вот такие образования различных форм и размеров, которые можно исследовать в камере и получать за это байты. Для удобства я называю их орешками. Мы решили собрать их все в одну кучу на базе. Рядом с большим принтером разместилась еще одна платформа, на которую поставил камеру для исследования. В ближайшее время у нее будет полно работы. Поскольку почва на Атроксе весьма твердая, добывать ее обычным буром очень медленно. Поэтому я создал нам модификатор бура первого уровня. Это должно немного помочь. Наша база потихоньку разрастается. Поверхность я немного осмотрел. Пришла пора разжиться металлами. А для этого нужно погружаться под землю. Не стал отбегать далеко и забурился рядом с базой. Поначалу все шло хорошо, но в какой-то момент я уперся в руду, которую никак не пробить моим начальным буром. Здесь поможет только модификация третьего уровня, которая создается из алмазов. И несмотря на то, что у меня есть один, чертеж модификатора еще нужно открыть за байты, а стоит он немало. Поэтому, хочешь не хочешь, пришлось бродить по поверхности. И тут в один момент я сам чуть не погиб. Я бежал по уже знакомой дороге и случайно упал в дыру, которая осталась после добычи соединения. Это падение могло оказаться очень болезненным. Вот только упал я не на ровную поверхность, а на склон, в результате чего астронавт стал скользить. Это меня спасло, потому что в этом режиме урон от падения увеличен, и можно погибнуть, упав в, казалось бы, совсем небольшую ямку. Я не растерялся и добыл все остатки соединения, после чего заделал эту дыру землей. Мало ли Даник так же, как и я, случайно сюда упадет, а остаться без напарника в самом начале игры мне совсем не хочется. Пока бродил по округе, заметил вдалеке очередной
очередные обломки. Сразу побежал к ним. Это оказался огромный кусок космического корабля. Скорее всего, в нем полно полезностей. Я не ошибся. Когда расчистил проход, увидел, что внутри лежат слитки алюминия, баллон с серой, метаном и гелием, алмаз и даже наноуглеродный сплав. Чрезвычайно ценный ресурс, который очень затратный в производстве. Конечно, за раз все собрать не получилось. Чтобы не делать крюк, возвращаясь той же дорогой, что пришел, решил немного срезать и побежал прямиком на базу. Посреди пути я даже передумал и хотел было вернуться, но все равно продолжил бежать к базе. Под конец даже пришлось спускаться по почти отвесному обрыву. А когда достиг дна, и вовсе закончился кислород, и я стал задыхаться. Хорошо, что Даник каким-то чудом разместил несколько опор в этой стороне, потому что до базы я бы точно не добежал. Вот это, блин, пронесло. Ну что поделать, люблю я пощекотать себе нервишки. Выгрузил все ценности на склад, заглянул в журнал исследований, и оказалось, что скопилось достаточно байт для изучения модификации бура 3 уровня. Сразу его изучил и создал. Теперь можно смело отправляться исследовать пещеры. Твердая руда больше не проблема. Спустился вниз и оказался в весьма удачном месте. Вокруг меня было несколько месторождений. Соединения, глины, алюминиевой руды. Добывай не хочу. Погрузился еще глубже и обнаружил залежи смолы и кварца. Понял, что пора возвращаться, когда стал получать сообщения об изучении абсолютно ненужных технологий и устройств по типу желобка и ингибитора. Это Даник вовсю сливает накопленные байты на всякую фигню. Места для хранения ресурсов не хватало, поэтому мы решили скидывать все добытое в кучу рядом с принтерами. Всю добытую руду сразу отправил на переплавку. Немного навел порядок, добавил парочку платформ, расставил все по местам и добавил складов. Нужно разжиться транспортом, чтобы добывать ископаемые было удобно. Но для этого снова не хватает байт. Пришлось бежать на своих двоих. В пещерах, кроме полезных ископаемых и пукающих растений, больше ничего не было. Никаких обломков, генераторов, ничего. И когда я спустился еще глубже и увидел, что на этом уровне кроме растений вообще ничего нет, стало понятно, что пешком я буду бегать здесь очень долго. Нужен вездеход с буром. Поэтому забил карманцы всем, чем мог, и вернулся на базу. Поставил печататься трактор, и пока ждал его готовности, заметил, что нам хватает байт для изучения чертежа малого шаттла. К тому же его, так же как и трактор, можно было создать всего за 2 слитка алюминия. В этот момент я напрочь забыл про трактор. Решил, что путешествие на другую планету будет куда интереснее, чем катание по пещере на тракторе. Поставил печататься шаттл, а сам приступил к созданию необходимого оборудования. Нужно создать генератор кислорода, двигатель на твердом топливе, а также запастись опорами. После того, как ракета была полностью готова, выполнилось задание, благодаря чему я получил мини-РТГ, полевое убежище и еще один двигатель на твердом топливе. Это мне очень пригодится. Чтобы и у Даника не было дефицита энергии, исследовал чертеж динамита. В награду за это задание также дали мини-РТГ. Поскольку эта ракета одноместная, вдвоем полететь на другую планету не получится. Да, я даже не могу взять с собой что-то объемное, только то, что помещается в рюкзак. Так что если Даник тоже решит куда-то полететь, ему придется строить вторую ракету. Благо, что все ресурсы для этого есть. С наступлением ночи я взял все необходимое и отправился на другую планету. И вот тут предстоял выбор, куда лететь. Поскольку наша основная планета Атрокс, мы на ней уже вроде как обжились, привыкли к условиям и адаптировались. А поскольку это самая, так скажем, суровая планета, то на всех остальных выживать и обустраиваться будет куда проще. Решил, что посетить Сильву сейчас будет куда полезнее, чем все остальные планеты. Во-первых, из-за того, что условия на ней максимально простые. Ну а во-вторых, что важнее, на ее поверхности куда больше всяческих обломков спутников и челноков, с которых можно собрать различные полезности. В основном, конечно, ветряки и солнечные панели. Они очень нужны для нашей базы. Место приземления выбрал недалеко от входа в портал на равнине. Я сразу решил, что строить базы на других планетах не буду. Максимум это пара платформ для добычи ресурсов, которые можно достать только на определенных планетах. Пока добывал соединение, заметил разрушенную капсулу и сразу 2 платформы. На одной из них даже был целый ветряк. Вот это я удачно приземлился. Возле убежища поставил небольшую платформу специально для ветряка. Забрал его и установил на место. В отличие от Атрокса, проблем с ветром и солнцем на этой планете нет, так что за энергию можно не переживать. К тому же тут пока и оборудования никакого нет. На всякий случай поставил печатать еще пару платформ, а сам побежал исследовать окрестности. Даник в это время отправился покорять коридор, при этом захватив с собой трактор. Я оббежал просто огромную территорию, и все, что смог найти за это время, это средний ветряк и динамит. Немного дальше повезло наткнуться на обломки капсулы, рядом с которой лежал рюкзак. С него собрал прожектор, пригодится на базе, а также непонятный артефакт, при активации которого небо вспыхивает и происходит что? Правильно, ничего. Эта штука пригодится только в самом конце игры. После этого наткнулся на обломки спутника. Да уж, ресурсы тут куда скромнее, чем на Атроксе. 2 куска лома,
хрома, генератор, работающий от углерода, еще один динамит и предмет для исследования. Хорошо, что я наткнулся на залежи графита, благодаря которому можно крафтить упаковщики. Упаковал генератор и забрал его с собой, тоже пригодится на базе. Побежал обратно к ракете выгружаться. Выложил все на платформу и побежал в другую сторону. В какой-то момент напоролся на странное сооружение. Выглядело оно как пункт пропуска. Вокруг не было ничего, просто посреди поля стоял навес. Не припомню, чтобы такое сооружение было раньше. Под крышей было 3 места для крепления. На одном из них висел прожектор, а на втором какая-то схема. Как только я взял ее в руки, появилось задание. Его, так же как и это сооружение, не было при прошлом моем прохождении. Для его выполнения необходимо было найти 5 таких схем на 5 различных планетах, после чего откроется большое сиденье для планетохода. Такая себе награда, конечно. Эта вылазка оказалась куда хуже предыдущей. За все время, пока я бежал, я не встретил ни одного обломка. Абсолютно ничего. И вот когда я уже хотел возвращаться к ракете, на горизонте заметил обломки планетарной станции. Отлично, хоть что-то. Сразу побежал к ней. Здесь обнаружил целую солнечную панель, которая сразу отправилась ко мне в рюкзак. Следом за ней отправился и ветряк. Больше ничего полезного тут не оказалось. Зато в таких местах всегда есть гравитационная сфера. Какой-никакой, а все же транспорт. На нем я однозначно буду перемещаться быстрее, чем пешком. Покатился на базу. Решил, что все найденные ветряки и солнечные панели нам больше пригодятся на Атроксе, чем здесь. Поэтому быстренько все упаковал, сложил в рюкзак и полетел домой. Даник в это время полетел на Дезола за вольфрамитом. Расставил найденные ветряки и панели на специально созданную для этого платформу. Воткнул также угольный генератор. У него очень высокая производительность, так что недостатка энергии в ближайшее время быть не должно. В награду за выполнение парочки заданий получил средний шредер и вагонетку. Открыл чертеж места приземления. Его, либо же убежище, в дальнейшем нужно будет разместить на каждой планете. Распечатал, но взять с собой эту коробочку я не могу. Нужна ракета побольше. Отправился на Дезола. На этой планете тоже много заданий. Приступил к исследованию поверхности. Добыл сфалерит. Это цинковая руда. Она тоже нужна была для выполнения задания. К тому же цинк пригодится в дальнейшем для создания батарей. После этого наткнулся на обломки спутника. Но это оказался лишь мусор. Бегал я тут достаточно долго. Но все, что нашел, это одна штучка динамита. При помощи него взорвал первый экзотайник. С него выпало 3 чипа. Решил попробовать активировать точку перемещения. Все-таки это одна из начальных планет, поэтому для активации не понадобится много энергии. При помощи соединения создал 9 маленьких генераторов. Заправил их органикой и включил. Мощности оказалось даже больше, чем нужно. Так что вскоре первая точка перемещения была активирована. Вернулся к ракете и полетел домой выгружать все добытое. Даник к этому времени тоже вернулся и даже добыл артефакт, который нужно было активировать на поверхности Сильвы. На платформе рядом с камерой исследования поставил химическую лабораторию. Для создания ракет побольше нужен был алюминиевый сплав, который можно получить только при помощи этого устройства. Немного пробежался по поверхности, чтобы раздобыть глины. После переработки полученная керамика пойдет на увеличение вместимости складских платформ. Одной камеры исследований оказалось мало. Байты поступали слишком медленно. Поэтому решили поставить вторую. Изучил средний шаттл и сразу поставил его печататься. За одно из заданий получил в награду центрифугу почвы. Старая ракета теперь не нужна, так что можно ее выбросить. Для этого буду использовать соседний кратер. Просто так в шредер их не засунуть, нужно будет взрывать. Так что делать это лучше подальше от базы. Разумеется, предварительно снял с них все упаковщики и генераторы кислорода. Все это переедет на новые шаттлы. Место для хранения в них уже есть. Можно взять с собой 2 средние коробки. Лучше, чем ничего. Пока я занимался созданием новых ракет, Даник продолжал исследование поверхности Атрокса и даже нашел что-то полезное. Открыл чертеж среднего контейнера для ресурсов. В один такой влазит 32 штуки одного ресурса. Несмотря на то, что транспорта у меня пока никакого нет, контейнеры все равно пригодятся. Правда, придется все запихивать вручную. Создал парочку и отправился в этот раз на вязанию. Нужно разместить там место приземления, которое я захватил с собой. Поставил его недалеко от точки перемещения. Даже ничего не выравнивал. Просто воткнул, чтобы было. Несмотря на то, что планета по виду вполне приятная, на ней таится одна опасность, о которой я расскажу чуть позже. А пока я забурился под землю, чтобы до отказа забить контейнеры для ресурсов. В этой пещере обнаружил ЛРД. В описании говорилось, что его необходимо уничтожить, но сделать это не представляется возможным. К тому же, когда я решил его осмотреть, он пропал и через некоторое время появился в совершенно другом месте. Продолжил исследование пещер. Первый ресурс, который был больше всего необходим, это литий. Он является основным элементом для создания больших аккумуляторов. Им я и решил заполнить первый контейнер. С
одного месторождения получилось полностью его заполнить. Второй контейнер также ушел под литий. Забегая вперед, скажу, что этих запасов хватит до самого конца выживания. Полетел на базу выгружаться. Вернулся домой и увидел, что Даник немного поигрался с расположением платформ. И даже пытался разобраться с автоматизацией. Пока, конечно, на базовом уровне, просто перекладывая при помощи авторуки ресурсы с одного места в другое. Но все же, привел все в порядок, потому что оборудование стояло как попало. Все криво, часть платформ вообще под наклоном. Это жесть как бесит. Поэтому быстренько расставил все ровно и по красоте. Получается вроде неплохо. Открыл чертеж атмосферного конденсатора. Пора начинать добычу газиков из атмосферы. Заодно изучил особо большую платформу Б. Она будет основой для нескольких огромных аккумуляторных батарей, которые будут накапливать и запитывать базу, пока производители энергии не активны. Напечатал среднюю батарею. В награду за это получил большие солнечную панель и ветряк. Установил их по местам. Даник все это время игрался с центрифугой почвы, добывая смолу и органику, перерабатывая кусок скалы, который окружал нашу базу. Вернулся на Сильву, продолжил наполнение контейнеров ресурсами. Теперь выбыл палносфалерит, цинковую руду. Второй контейнер решил заполнить малахитом. С него получатся медные слитки. Пришлось, конечно, основательно побегать по горам с контейнером в руках, потому что эта руда встречается в основном там. Но вскоре и этот контейнер заполнился под завязку. Вернулся на Атрокс. Даник уже вовсю тут хозяйничает. Даже создал платформу для установки батарей. Поставил ее на нужное место. Теперь нужно заполнить. Все компоненты для этого есть. Приступил к крафту батарей. К вечеру первая аккумуляторная платформа была готова. Пока я здесь, решил рядом поставить еще одну такую же. Готово. Теперь можно запасти весьма много энергии. Жалко, конечно, что нет большой батареи. Так бы я лучше их понатыкал. Хотя эти тоже смотрятся очень даже ничего. Плавильная печь тем временем переработала почти весь титан и железо, которое добыл Даник. Чтобы освободить место на складе, даже пришлось задействовать два пустых контейнера. Рядом с центрифугой почвы поставил особо большую платформу С. На ней разместится атмосферный конденсатор вместе со всеми хранилищами газов. Немного переделали платформу склад. Теперь на ней вместо средних складов будут контейнеры. Таким образом, у каждого ресурса будет свой контейнер, и можно будет без проблем взять все, что тебе нужно. При этом все эти слитки и руды не будут занимать много места. Наконец-то открыл чертеж большого планетохода. Все ресурсы для его создания у нас есть. Сразу поставил печататься его основу. Включил атмосферный конденсатор, все это время он простаивал. Настроил на добычу метана, теперь этот газик будет заполнять свободные слоты на этой платформе. К слову, конденсатор штука весьма прожорливая. Для ее нормального функционирования необходимо 20 единиц энергии. В награду за очередное задание получил специальный контейнер для хранения газов. Сразу воткнул его рядом с конденсатором. Основа для большого планетохода готова. Пришел черед оснащения. Ехать на таком монстре без бура – фатальная ошибка. Пришлось немного подождать, чтобы накопились байты для открытия чертежа. Но даже после открытия схемы создать бур не получилось. Нужен был алмаз. А чтобы его создать, нужно пройти несколько этапов. Во-первых, его можно создать из 2 единиц графена. Для создания графена нужен графит и гидрозин. А вот уже гидрозин можно создать из аммония, вот только потребуется еще газ-водород, который на Атроксе, увы, не водится. Зато он есть на Сильве. Нужно разместить там атмосферный конденсатор. Незамедлительно напечатал еще один, погрузил на ракету и полетел. Все остальное у меня там есть. После приземления сразу воткнул конденсатор на платформу, которая до этого практически никак не использовалась. Запустил. Энергии для его нормальной работы, разумеется, не хватало. Но он все равно будет работать, хоть и намного медленней. Запрыгнул в сферу и решил еще покататься по поверхности в поисках ветряков и солнечных панелей. Пришлось кататься очень долго. И все, что удалось найти, это один средний ветряк. Чуть позже, конечно, я наткнулся на очередные обломки планетарной станции, но и тут из ценного был всего один ветряк. Итог нескольких дней безостановочных катаний — всего 2 средних ветряка. Жесть. Пока я катался, Даник занимался скульптурой, пытаясь вырезать из скалы нечто. Я убеждаю себя, что он пытался вырезать рожицу. Но что это должно было быть, не знает даже он сам. Зато пока я катался, конденсатор успел добыть почти 2 полных бачка водорода. Для создания бура этого количества должно хватить. Ветряки поставил на отдельные платформы и присоединил к основной базе. За одно из заданий получил странный артефакт. Описание говорило, что его необходимо разместить на поверхности планеты Глассио. Займусь этим позже. Создал алмаз, титановый сплав, и теперь можно наконец создать бур. Я решил не тратить ресурсы и время на начальные буры и решил создать самый топовый. Установил его спереди, воткнул 2 сидушки, а запитал все это при помощи мини-РТГ. Да, его мощности вполне хватит для работы такой махины. А в будущем, когда я вместе с буром установлю укладчик, чтобы беспрепятственно ездить вообще где угодно, тогда придется добавить еще один. Но пока этого хватит. Позвал Даника затестить наш новый транспорт. Полностью выровняли территорию кратера, теперь она абсолютно ровная. Кое-где, конечно, торчали верхушки
верхушки растений, которые мы заделали, но убирать их не стали. Выглядят прикольно. Перед отправлением разместил на планетоходе большой склад, на который повесил 3 средних склада, а также контейнер для сбора почвы. Наконец-то отправились в наше первое путешествие. Бур работает просто отлично. Если наткнуться на жилу, то ресурсы собираются просто с молниеносной скоростью. Из-за этого решил вернуться на базу и заменить средние склады контейнерами. Так мы соберем куда больше. Поскольку все контейнеры были заполнены, пришлось создавать новые. Спустя некоторое время выехали во второй раз. Только теперь у нас на борту сразу 5 контейнеров, отдельно для каждого ресурса. Покатались по поверхности, добывая все, что встречается на пути. Когда все хранилища заполнились, мы приехали к платформе перемещения. Нужно ее активировать, иначе активировать ядро не получится. Мощности 2 мини-РТГ едва хватало для того, чтобы просто показался индикатор напряжения. Стало понятно, что энергии понадобится очень много. Так что мы решили действовать так же, как я активировал платформу на Дезоло. А именно, создать кучу маленьких генераторов, соединить их вместе и запитать платформу. К слову, понадобилось 4 малых генератора и 2 мини-РТГ, чтобы дело пошло. Первая платформа на этой планете и вторая вообще активированы. Можно ехать домой. На обратном пути погрузились в пещеры и даже повезло среди обломков найти еще один мини-РТГ. Кататься без укладчика удовольствие очень сомнительное, особенно по Атроксу. Приходилось то и дело скакать по горам, на дно каньонов, после чего снова забираться наверх. Уже у самой базы наткнулись на обломки, среди которых была большая ветротурбина. Но из-за того, что места нет, равно как и упаковщиков, решили, что я буду прокладывать путь, а Даник будет нести ветряк в руках до самой базы. Получилось добраться без приключений. Приступили к разгрузке. Ночью на базе было весьма темно, поэтому для освещения решено было разместить высокие платформы. На них можно повесить найденные прожекторы, которые замечательно освещают территорию, при этом абсолютно не расходуя электричество. Найденный ветряк занял свое место рядом с остальными. Для свежесобранных ресурсов решено было создать еще одну особо большую платформу, поэтому базу снова ждет перестановка. По моей задумке, платформы расположатся буквой Г, так чтобы образовалась квадратная площадка, на которой принтеры будут печатать, не мешая ничему вокруг. К тому же все ресурсы будут в одном месте, не придется бегать за ними по всей базе. К слову, перестановка затянулась, потому что у нас с Даником были разные взгляды на то, как должна выглядеть база. Ему хотелось ее автоматизировать, а для меня была важна красота и удобство. По итогу удалось найти компромисс. Хранилища расположились так, как я и хотел, однако и без автоматизации не обошлось. Теперь можно было подъехать на планетоходе в определенное место, после чего авторука начинала выгрузку всех ресурсов на специальный склад. После этого следующая рука отправляла руды на переплавку. Готовые слитки третья рука отправляла уже на склад, где они сами помещались в контейнеры, а четвертая отправляла ресурсы, не требующие обработки, прямиком на склад. Вроде примитивно, однако вся система очень чувствительна к расстояниям. Если разместить авторуки неправильно, то они будут забирать лишнее, либо же наоборот оставлять необработанные ресурсы. После этой сортировочной паузы решил снова загрузить вездеход контейнерами и отправиться на этот раз в пещеры, чтобы раздобыть редких руд. В конце концов я добрался до мантии, где приступил к добыче аммония, графита и других ресурсов, которые тут в избытке. К ядру решил не погружаться, поскольку свободных контейнеров не осталось, а те, что были, заполнены под завязку. Нужно было выбираться. Но сделать это без укладчика весьма проблематично. Потолок у пещер высокий, а стены очень тонкие. Поэтому найти более-менее толстую стену, чтобы в нее забуриться и тем самым подняться наверх, оказалось настоящим квестом. В какой-то момент мне так надоело, что пришлось выбраться из вездехода и вручную при помощи своего бура построить дорожку от пола до потолка. Когда выбрался на поверхность, решил, что без укладчика больше никуда не поеду. Пока я медленно, но верно полз по направлению к базе, Даник вовсю занимался созданием наноуглеродного сплава. Автоматический разгрузчик работал весьма неплохо, за одним исключением. Ему было абсолютно пофиг, что перетаскивать. Ресурс это или мини-РТГ, все равно. Главное перетаскивать. А так в остальном вполне неплохо. Даник же готовился к экспедиции на вязанию. Для дальнейшего расширения и улучшения базы требуется сталь, а для ее создания нужен новый газ – аргон. Даник улетел, а я продолжил всячески модернизировать хранилище, добавляя все больше складов и контейнеров. Слетал на Сильву, где добавил еще платформы, на которых разместил созданные ветряки. За все это время склады полностью заполнились водородом. Создал новые и разместил неподалеку артефакт, который ранее нашел Даник. Появились странные обломки, которые необходимо было запитать, а затем поместить в них генератор кислорода. Забегая вперед, эти обломки нужны для изучения галастроподов, живности, которая на каждой планете своя. Каждая дает свой конкретный бонус, и для полного прохождения придется поймать их всех. Вернулся на Атрокс и приступил к созданию гидрозина. Он является основным топливом для нового вида реактивного двигателя. В дальнейшем его понадобится много, поэтому решил сделать с запасом для себя и для Даника, который в это время успешно обосновался на вязании и приступил к добыче аргона. Разместил все необходимое
необходимое и хотел уже было улетать, но решил напоследок собрать кусочек смолы для крафта. И не заметил закопанного в текстурах лизуна, после чего произошло вот это. От этого я, конечно, просто офигел. Все? Теперь я один? А мы ведь даже не начали продвижение по сюжету. Только более-менее построили базу. И тут такое. Лизнули его, блин. Из-за того, что в конфигурации установлен нулевой лимит возрождений для каждого игрока, при попытке заново подключиться к игре, у него выдавало сообщение о том, что он достиг лимита. Меня очень расстроило это происшествие. А главное, что все произошло совершенно случайно. Просто из-за того, что растение криво заспавнилось и практически полностью погрузилось в текстуру. И это то, о чем я говорил ранее. Вот она, главная опасность вязания. Из-за криво спавнящихся лизунов, которые в этом изобилии растительности можно и не заметить. В общем, из-за того, что Даник погиб по сути не по своей вине, а из-за обидного бага, мы решили, что эта смерть не считается. Проблема была только в том, как вернуть Даника в игру. И тут всего два выхода. Либо брать другой аккаунт и заходить через него, либо способ проще. Я переношу свой сейв на его комп, после чего уже он становится хостом, а я присоединяюсь к нему. Способ сработал. Из-за того, что мы поменялись местами, все мое снаряжение оказалось у Даника, а я в свою очередь перелетел на капсуле, как в самом начале игры. Хоть Даник и продолжил играть после смерти, ему так же, как и мне, по-прежнему запрещено погибать, иначе кикнет уже окончательно. Он вернул мне всю снарягу, но теперь встал вопрос: осталось ли после смерти его снаряжение на вязании? Нужно было проверить, но для начала нужно было скрафтить портативные реактивные ранцы. Ведь если бы у Даника он был, возможно, ему удалось бы избежать смерти. Скрафтили все необходимое и полетели на моей ракете, поскольку его осталось на вязании. Проблемы возникли и при приземлении. Из-за того, что его ракета заняла место приземления, я припарковать свою ракету в этом же месте не смог. Пришлось приземляться неподалеку и бежать к месту назначения с ракетой в руках. Когда добрались до нужной точки, оказалось, что весь лут пропал. Осталась только ракета. Печально. Сбегали и отомстили этому лизуну, после чего вернулись домой. По возвращении Даник очистил наноуглеродный сплав, после чего в награду за это открылся чертеж передвижного генератора кислорода, для которого как раз и нужен наноуглеродный сплав. Сразу создал две штуки. Для его запитки необходима 1 единица энергии. Хорошо, что есть мини-РТГ. После этого происшествия я решил, что пора бы уже заняться сюжетом и выполнить ту кучу заданий, которые скопились в журнале. Начал с самого простого: разместить на каждой планете места приземления. Начать решил с Сильвы. Хоть здесь и есть убежище, дополнительное место приземления не помешает. Заодно поставил еще один конденсатор для добычи азота. Воткнул в обломки генератор кислорода, после чего журнал галастроподов активировался. Теперь мне нужно было отсканировать 5 раковин, которые валялись в лесу неподалеку. Поставил место приземления и сразу запросил на него пустой террариум для поимки галастропода. Перед поимкой террариум нужно было подготовить. Загрузить в него землю, семя определенного растения, в данном случае проглазы, а также определенный ресурс. Сейчас это цинк. Вернулся на базу, создал еще 2 места приземления. С террариумом разберусь позже. Наши ракеты, кстати, перешли на гидрозиновые двигатели. 3 баллонов хватает на 10 вылетов. Больше нет необходимости после каждого полета создавать новый двигатель. Следующий пункт назначения — Калидор. Воткнул место приземления и сразу же отправился на следующую планету — Новус. Здесь также не стал задерживаться. Единственное, принес место приземления ближе к платформе перемещения. Заодно собрал семена фрактальной розы. Выглядят они прикольно, так что посажу парочку на базе. По возвращении на базу увидел, что Даник уже обзавелся новой ракетой и вовсю готовится к новой экспедиции. Моя же ракета еще печатается. Отлично. Теперь место у меня будет просто вагон, и я смогу без проблем транспортировать вездеход на другие планеты. Следующим местом приземления обзавелась Дезола, разумеется, в непосредственной близости к платформе перемещения. Для выполнения задания осталось только Глассио, но туда вот-вот отправится Даник, так что я могу заняться чем-нибудь другим. Даник успешно приземлился и приступил к строительству местного убежища. Заодно воткнул артефакт, создающий железнодорожное депо. Вернулся на Сильву, загрузил цинк в террариум, а сверху присоединил маленький гудок. После этого заиграла музыка, и из-под земли вылез галастропод. Перед тем, как приручать, необходимо сначала с ним подружиться, а для этого нужно несколько раз ему станцевать. Приручил первую живность. Сразу отнес капсулу с ним к обломкам и вставил внутрь для анализа. После сканирования в журнале появились данные о других галастроподах. Короче, этот ритуал с поимкой нужно будет повторять на каждой планете. Все абсолютно одинаковое. Сначала ищешь ракушки, потом готовишь террариум и лишь затем ловишь нужную тебе живность. Отличаются только ресурсы, необходимые для
для террариума. Пока я танцевал на Сильве, Даник на Гласио продолжал расширение. Притаранил на Сильву вагонетку. Это небольшой, но весьма скоростной транспорт. И он мне нужен лишь для одного — активировать все платформы телепортации на этой планете. Дело в том, что после всех моих прохождений этой игры в Стиме у меня осталось всего 2 неполученных достижения. Одно из них требовало посетить все платформы телепортации в игре, а второе — получить все достижения. Так что, раз уж я решил пройтись по хардкору, то заодно получу все достижения. Действовал я по старой схеме, используя малые генераторы. Некоторые платформы были практически полностью погружены под землю, так что приходилось прорубать проход для доступа к терминалу активации. На все это дело ушло несколько внутриигровых дней. Осталось только разобраться с ядром, после чего можно отправляться на следующую планету. Когда вернулся к ракете, контейнеры для газов были полностью заполнены водородом и азотом. Забрал их, после чего вернулся домой. Создал укладчик, после чего воткнул его в планетоход. Забрал пустые контейнеры и отправился на добычу ресурсов. Вот теперь совсем другое дело. Ездить максимально приятно. Вездеход сам для себя укладывает дорогу, используя для этого почву из контейнера. В этот раз решил добраться до ядра, чтобы добыть астрониум. Это ресурс, который можно раздобыть на любой планете. Вот только находится он у самого ядра. В дальнейшем его можно будет менять на различные полезности через платформу обмена. Совсем скоро наткнулся на жилу астрониума. У меня было 3 пустых контейнера. Их я и решил до отказа забить этим ресурсом. Контейнеры заполнились очень быстро, так что пришлось возвращаться на поверхность. Открыл чертеж большого контейнера для ресурсов. В такой вмещается уже 400 единиц одного ресурса. Однако он весьма дорогой в производстве, а все из-за того, что для создания требуется наноуглеродный сплав. Создал один такой и решил весь добытый астрониум поместить в него. Мало того, в следующее погружение к ядру собирал исключительно астрониум и ничего больше. Заодно заехал прямо к ядру, чтобы его активировать. Гравитация тут, конечно, шалит. Перед подгружением захватил с собой 2 баллона с водородом для активации. После того, как вставил их в приемник, появились 2 триптиха. Один из них вставил в само ядро, чтобы оно активировалось, а второй нужно будет отвезти на космическую станцию, которая появилась в системе как раз после активации первого ядра. После этого вернулся на вездеход и поехал на базу. Несмотря на то, что я привез полный планетоход астрониума, большой контейнер заполнился чуть больше, чем наполовину. Решил отправиться на следующую планету для активации всех платформ и ядра. Для этого упаковал вездеход, большой склад и несколько контейнеров, один из которых вмещает 400 единиц ресурса. Начать решил с Сильвы. Тут нужно было только активировать ядро. Все платформы уже активны. Снова собрал вездеход и решил перед активацией заполнить все контейнеры. Причем одного большого контейнера мне показалось мало, поэтому я сгонял на базу и привез с собой еще 3 штуки. Приступил к добыче. Первый большой контейнер решил заполнить алюминием. И, наверное, не стоит говорить о том, как долго пришлось его заполнять. Когда контейнер наконец-таки был заполнен, по-быстренькому погрузился к ядру и активировал его. В этот раз в приемник нужно было поместить кварц. Второе ядро активировано. Осталось еще 5. Мне так нравилось кататься на вездеходе и добывать ресурсы, что после того, как я вернулся к ракете для выгрузки, я просто заменил полный большой контейнер на пустой и отправился добывать следующий ресурс. В этот раз им оказался сфалерит. По крайней мере, проблем с алюминием и цинком у нас не будет. Когда завершил добычу сфалерита, отвез оба полных контейнера на базу. Работа для плавильной печи предстоит немалая. Решил, что пора отправляться на следующую планету. На этот раз на Дезола. Когда прилетел на нее, открыл чертеж большого амбара Б. Все, вместимость моей ракеты и вездехода благодаря этому амбару будет настолько большой, что мне больше не придется ничего упаковывать, чтобы перевести на другую планету. Ну, кроме основы для вездехода, разумеется, потому что в разложенном виде его никуда не прикрепить. Ну а дальше начинается рутина. На каждой планете я буду делать одно и то же. Сначала кататься по поверхности, активируя все платформы телепортации, а затем погружаться вглубь и активировать ядро. И так раз за разом. Поэтому я не буду подробно останавливаться на каждой планете и буду отмечать только самые интересные и важные моменты. Одно из заданий требовало найти на Дезола регистратор данных и взорвать его. Но это задание залагало, потому что в какой-то момент метка этого регистратора просто пропала. Я даже нашел устройство, которому мне нужно будет дальше по заданию, но никак взаимодействовать с ним было нельзя. Ядро Дезола активировано. Осталось еще 4. Пока ехал обратно к ракете, наткнулся на платформу. На ней обнаружил еще одну часть схемы. Упаковал вездеход, привез его домой и вернулся обратно на Дезолу, чтобы поймать голостропода. Готово. Еще один в коллекцию. Сразу отвез его на Сильву, чтобы просканировать. Кстати, схема, которую я нашел на Дезола, открыла новое задание, в награду за которое можно получить схему особо большого контейнера для ресурсов. В один такой помещается, внимание, 2000 единиц ресурса. Пока я скакал между планетами, выполняя одно задание за другим, Даник занимался строительством на базе. Создавал
различные полезные штуки. Появились даже особо большой шреддер и экзоплатформа. Время от времени в игре стартуют временные ивенты, в награду за которые можно получить различную косметику для кастомизации астронавта. Для этого необходимо крафтить специальные предметы и отсылать их с помощью платформы. После этого ты получаешь очки, и при достижении определенного рубежа открывается определенный элемент. Вот, например, за 160 очков откроется новый шлем, а почти за 2000 новая цветовая палитра. Даник задался целью получить все эти косметические улучшения. Для этого ему необходимо будет построить целый конвейер. Я решил в это не вмешиваться и создал большой амбар. Вот так он выглядит. Прилетел на Калидор, куда заранее перевез вездеход. Прицепил к нему большой амбар и приступил к активации всего, что есть на этой планете. В какой-то момент, пока катался по поверхности, наткнулся на платформу. На ней стоял тот самый особо большой контейнер вместимостью 2000 единиц. Он оказался настолько огромным, что я не мог прикрепить его даже на вездеход. Не бросать же его здесь. Поэтому я решил проложить прямую и ровную дорогу до самой ракеты, чтобы потом вручную принести этот контейнер. Спустя некоторое время эта бандура оказалась рядом с ракетой. И каково было мое удивление, когда оказалось, что этот контейнер слишком большой даже для этой ракеты. Вот это да. В какой-то момент, пока я сортировал ресурсы на базе, случайно собрал одно стекло себе в инвентарь. И оно залагало. Выложить его или как-то переработать было невозможно. С ним просто никак нельзя было взаимодействовать. И ладно бы, если бы оно просто висело в рюкзаке и занимало один слот. Эта поганая стекляшка заблокировала слот портативного верстака. То есть в рюкзаке я больше ничего сделать не могу. Ни упаковщик, ни генератор. Абсолютно ничего. Несмотря на то, что в рюкзаке есть необходимый ресурс. Стекло никуда не сдвинулось. Оно просто зависло и заблокировало мне часть возможностей рюкзака. Вот это прикол, конечно. Такого бага я еще не встречал. Еще один прикол был связан с огромным контейнером. Мало того, что его нельзя запихнуть в ракету, так оказалось, что его еще и нельзя упаковать. Упаковщик просто горит красным, когда присоединяешь его к контейнеру. Зашибись. Получается, этот контейнер я никак не заберу с собой на базу. На борт вездехода нацепил угольный генератор. С ним процесс активации пошел куда быстрее. Вернулся на Атрокс и по всей базе добавил еще парочку высоких платформ с прожекторами. Пока меня не было, Даник даже соорудил пару огромных ветряков. Вот только когда он в очередной раз полетел на Вязанию, чтобы забрать накопившиеся там запасы аргона, он не уследил за топливом, в результате чего добраться туда ему топлива хватило, а вот на то, чтобы прилететь обратно, нет. Пришлось отвлекаться на спасательную операцию и вести ему гидрозин. Пока пробирался к ядру Калидора, полностью заполнил большой контейнер астрониумом. 4-е ядро активировано. Сюда, кстати, нужно было притащить порох. Перед отправлением на следующую планету поймал местного голостропода. В это время Даник искал залежи ресурсов, на которые можно было установить автоэкстрактор, параллельно прокладывая железнодорожные пути. Следующим местом моего назначения была Вязания. На этой планете есть точно такое же задание с регистратором данных, как это было на Дезоло. Только здесь оно не залагало, и после уничтожения необходимого сундука задание продвинулось дальше. Теперь нужно было найти трансмиттер и вставить в него чип. Пока я продвигался в сторону метки, по дороге активировал все платформы. Трансмиттер оказался совсем недалеко от места приземления ракеты. После загрузки в него чипа появилось два новых задания, в которых необходимо было дополнительно загрузить в него кучу материалов. Водород, азот, графит, титан, вольфрам, и все это по 2 единицы. За всем этим добром пришлось слетать на базу. Однако после загрузки всего необходимого эта железка не успокоилась и потребовала загрузить в нее дополнительно 2 силикона и 2 карбида вольфрама. Что ж, снова нужно лететь на базу. Но перед этим решил быстренько активировать ядро. Для этого нужен графен. Замечательно. Осталось всего 2. Слетал на Атрокс за необходимыми для трансмиттера ресурсами. Загрузил их, полирнул все 3 чипами, после чего эта прожорливая машина, видимо, объелась. Пошла в разнос и вскоре взорвалась. Задание выполнено, а в награду я получил СВВП. Это новый транспорт, который умеет летать. Заглянул на Сильву, отсканировал голостропода, получил СВВП и отправился на Новус. Поскольку эта планета небольшая, все платформы активировал достаточно быстро. Поймал голостропода, а для активации ядра даже не понадобился вездеход. Я просто сам добурился до ядра, а после активации просто телепортировался обратно на поверхность. Осталось активировать последнее ядро — Глассио. Но даже несмотря на это, заданий еще немало. Предстоит еще разобраться с железной дорогой на Глассио и Калидоре, а также найти все чипы для получения чертежа огромного контейнера. Для поисков, кстати, решил задействовать СВВП. Штука прикольная, сверху все отлично видно. Прилетел на Глассио. Даник, оказывается, тут неплохую базу забабахал. Приступил к выполнению заданий, связанных с железной дорогой. Честно сказать, не знаю, зачем они вообще добавлены, потому что эта скука просто максимальная. Все задания одного типа. Необходимо таскать в депо один ресурс за другим. Принести в депо 10 контейнеров, которые валяются по всей поверхности планеты. Принеси 20 кубов
грибов замерзшего аргона, который встречается только в пещерах. Короче, совершенно неинтересно. Закончил с активацией всех платформ и ядра на Глассио. Все, теперь остается только посетить космическую станцию. Решил, что притащу все необходимое в депо при помощи вездехода, а не железной дороги. Так будет проще. Я за раз смогу все увезти, вместо того, чтобы вручную расставлять железнодорожные опоры до нужных мест, а потом на поезде за несколько заходов все таскать. Ракушки местного галастропода оказались внутри ледяных глыб, и чтобы достать их оттуда, понадобится динамит. Спустя некоторое время раздобыл достаточное количество аргона для доставки в депо. Цепочка железнодорожных заданий на Глассио завершена. В награду за это получил новый артефакт, который теперь нужно разместить на Калидоре. И знаете, что за задания меня там ждут? Все верно, абсолютно такие же, как были здесь, на Глассио. Но я вам скажу больше, это не последний раз. Точно такая же цепочка будет и в третий раз, только уже на Сильве. Я, конечно, все понимаю, геймплей, миссии и все такое. Ладно, один раз, но 3 раза повторять абсолютно одинаковые задания на 3 разных планетах, по мне это уже перебор. Даник в это время завершил свой конвейер для создания предметов, которые стоят больше всего очков на экзоплатформе, и заполнил ими полный контейнер. Я поймал почти всех галастроподов, остался последний, и находится он на Атроксе. Его раковины можно было найти только уничтожая определенный вид растений. Когда я вернулся, увидел, что у Даника новая цветовая палитра, а это значит, что он заполнил всю шкалу прогресса на экзоплатформе. Да уж, боюсь представить, сколько ресурсов на это было потрачено. Зато новые элементы кастомизации появились. Последний галастропод пойман. Теперь всех их нужно будет отвезти на Сильву, к обломкам. Но перед этим нужно активировать оставшиеся платформы на Атроксе. Забавно, я активировал все платформы на всех планетах, кроме той, на которой стоит наша база. Для активации решил использовать большие РТГ. Нацепил на планетоход 5 штук и поехал. Однако их оказалось недостаточно. Пришлось задействовать все генераторы, что были с собой. Рядом с последней точкой перемещения нашел последнюю схему, после чего завершилось задание для получения чертежа огромного контейнера. Активировал последний портал и получил 2 последних достижений Стима. Все ачивки получены. Нравится. В журнале осталось всего 2 задания. Одно из них залагало, так что мы никак не сможем его выполнить, что очень обидно, ведь за него дают ховерборд, летающую доску, с помощью которой можно было бы весьма быстро перемещаться. Задание с поиском зондов оставил Данику, пусть и он по планетам полетает. Я же повез всю пойманную живность на Сильву, проанализировал последнего, после чего их всех нужно было разместить в ячейке наверху этих обломков. Как только они собрались вместе, началась кат-сцена, в которой они все вместе исполнили милую песенку. Пока я завершал задание депо на Калидоре, Даник летал по планетам в поисках поломанных винтажных зондов. Проблемы возникли только на Сильве, и то у меня. В депо нужно было доставить 10 светящихся грибов из мантии. Вот только они слишком большие. На вездеходе получится привезти только 2 за раз. Поэтому пришлось строить железную дорогу и за 2 рейса привезти нужное количество на поезде. После окончательного завершения всех заданий с железной дорогой, в депо появился странный человечек. И то появился криво, наполовину погрузившись в текстуры. Через пару секунд он исчез, а в журнале появилось задание. Кто-то отчаянно просил о помощи. После его активации появился какой-то детектор отказов. Активировал. Недалеко появилось существо, похожее на кота. Переместил туда детектор и активировал снова. Он указал на новое местоположение. Так я и перемещал его, пока не появился разлом, и из него реально не выпал котенок. Зовут его Ава, и это какой-то аварийный аватар. Общаться со мной он может только через меню заданий. Он попросил меня найти любопытный предмет и активировать его. Ну, то есть мне нужен тот странный фиолетовый артефакт, при активации которого ничего не происходит. Нашел такой, но после активации опять же ничего не произошло. Но появилось задание, в котором Ава приглашала меня на командный пост. Перед отправлением на него решил, что нам пора бы уже побывать на спутнике. Слетал домой, чтобы забрать все сигнатуры. Заодно сказал Данику, чтобы тоже летел сюда. Прилетел на спутник и стал расставлять все триптихи по нужным местам, после чего по центру появился активатор портала. Мы подошли к нему и началась кат-сцена. Эта станция открыла портал домой. Прилетел космический корабль, с которого мы стартовали в самом начале. Но и тут не обошлось без багов, из-за чего финальная сцена была испорчена. Моделька Даника застряла в моей. Сзади открывается разлом, похожий на тот, который мы встречали на протяжении всего пути. Наш астронавт заходит в него, после чего исчезает. Компьютер на корабле теряет наш сигнал и, недолго думая, загружает нового астронавта в десантную капсулу и выпускает его. Это была концовка игры. После небольших титров мы оказываемся дома. Да, вдвоем. Вот только есть небольшая проблемка. Наши ракеты остались на спутнике. Хорошо, что хоть весь лут сохранился. Забрать ракеты не составит труда. Нужно только добраться до ближайшего портала. Через него телепортироваться к ядру, а уже оттуда на спутник. Осталась последняя ветка заданий с Авой. Командный центр находится на Солнце.
Прибыли на место, это какой-то суперкомпьютер. Все данные тут были повреждены. Попробовал перезагрузить и началась кат-сцена. Снова появилась Ава, включилась проекция Солнечной системы, и тут вместо Солнца возник астронавт. Необходимо восстановить данные на этом компьютере. Для этого необходимо собрать фрагменты памяти на 3 разных планетах. Чтобы узнать местонахождение этих фрагментов, необходимо высадить семена той самой фрактальной розы, которые растут на Новусе. Затем собрать осколки памяти при помощи детектора отказов и принести их в командный центр. Итак, 3 раза. После сбора всех данных поговорил с Авой, станцевал для нее, и в награду она мне подарила необычное семя фрактальной розы. Началась очередная кат-сцена. Астронавт освободился, поблагодарил нас, и они вместе с Авой испарились. Из восстановленных журналов выяснилось, что это аватар одного из исследователей. Он пытался отправить сигнал бедствия, но что-то с ним произошло. На этот случай он и создал Аву, чтобы она могла продолжить выполнять его задачи и отправить сигнал бедствия. Забрали полученное семя, вернулись на Сильву и посадили его. Снова появился разлом, а вместо семени появилась колба с Авой. Теперь она тоже наш питомец. Прикольно. На этом с сюжетом завершено. Вернулись домой. В награду за выполненные задания получили просто кучу всего. И мини-РТГ, и лом, и даже еще одну большую ракету. В честь завершения сюжета даже запустили фейерверк. Перед завершением нашего выживания нужно было навести порядок на базе. Рядом с аккумуляторными платформами поставили еще одну, только на этот раз вместо средних батарей заполнили ее обычными РТГ. Изучили все оставшиеся чертежи, создали специальную платформу и разместили на ней всех питомцев и все найденные схемы. На ней же поместились все мини-РТГ. Все ненужное отправили в шредер. Ресурсы распределили по контейнерам, и на этом наше выживание подошло к концу. Вот такое приключение получилось. Мне понравилось. Если вы так же, как и я, любите зависнуть в этой игре часок-другой, то настоятельно рекомендую вам попробовать поиграть в другие режимы. То, что вначале ты появляешься на самой сложной планете в условиях дефицита ресурсов с повышенным расходом кислорода, это очень освежает восприятие игры. А если в настройках выключить начальную базу, то я уверен, что впечатления от игры будут поистине незабываемые. Спасибо всем большое за просмотр. Обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, пробовали ли вы другие режимы. Если да, то как впечатление. Подписывайтесь на Telegram, а также другие соцсети, чтобы быть со мной на связи. Все ссылочки в описании. Огромное спасибо моим спонсорам, которые поддерживают мое творчество. Если и у вас есть желание поддержать, ссылочки опять же в описании. Ну а с вами были Тимур и Даник. До встречи в следующем видео и пока-пока.